Когда мы слышим о римском салюте, то представляем вытянутую вперед руку с прямой ладонью. Ну, знаете, этот знаменитый жест, который ассоциируется с Римом, фашизмом, Муссолини и Гитлером, с ужасами Великой Отечественной войны и чем-то по-настоящему зловещим. Этот жест иногда всплывает в мемах, но его история куда глубже и не имеет никакого отношения к Риму, ни к его императорам. После выступления Илона Маска, который в конце речи выдал, мол, «Мое сердце принадлежит вам», и зиганул в стиле «От сердца к Марсу», я решил рассказать у себя на канале об этом жесте. Сегодня мы находимся на фоне римских руин, недалеко от моего дома, в археологической зоне Augusta Baiginorum. Это древнеримский город, основанный в конце 1 века до нашей эры. Здесь сохранились руины форума, театра, амфитеатра, и кажется, что место идеально подходит для разговора о римском салюте. Но есть загвоздка. Этот жест не имеет ничего общего с настоящим древним Римом. Звучит неожиданно, правда? Давайте разберемся, откуда он взялся и как его подменили в истории. Лайк, если интересно, и начинаем. Для начала давайте обратимся к самим римлянам. У нас есть тысячи артефактов, скульптуры, фрески, письменные источники, монеты, мозаики и другие произведения искусства. Они дают нам богатую картину повседневной жизни, религиозных обрядов и культурных традиций в древних римлян. Однако нигде ни в одном из этих артефактов не встречается изображение жеста, который напоминает так называемый римский салют. Это лишний раз подтверждает, что вытянутая вперед рука не была частью римской культуры или традиций. И нигде, я повторяю, нигде вы не найдете этого жеста. У древних римлян были свои привычки и традиции приветствий, но вытянутой руки среди них не было. На некоторых произведениях, таких как Трояновая колонна, солдаты поднимают открытую ладонь с приветственным жесте, немного похожим на современный, но без вытянутой руки. В других случаях император поднимает руку слегка согнутую с ладонью вертикально. На экране скульптура «Оратор». Это бронзовая статуя, изображающая мужчину в тоге, который поднимает правую руку в жесте приветствия или обращения к публике. Личность изображенного неизвестна, что добавляет статуе определенной загадочности. Его поза символизирует статус и власть, а сам жест часто интерпретируется как ораторский, показывающий, что он общается с аудиторией. Скульптура олицетворяет уважение к ораторскому искусству в римской культуре, но ее жест значительно отличается от того, что позже назвали римским салютом. Это движение рук выглядит более естественным и не столь прямолинейным, как то, что мы ассоциируем с символикой 20 века. Этот жест скорее символический, чем повседневный. Он мог обозначать обращение, уважение или власть, но его использование ограничивалось определенными контекстами, связанными с публичными выступлениями или церемониями. Ни один артефакт того времени не подтверждает существование жеста, напоминающего римский салют. Историки и археологи прямо говорят, это просто миф, который возник из творческой фантазии художников и режиссеров. Откуда же он взялся и как именно оказался связанным с Древним Римом? Давайте разберемся. Идем дальше. 18 век. Художник Жак-Луи Давид пишет картину «Клятва гораицев». Вот тут-то и появляется вытянутая рука как символ клятвы, преданности и мужества. Картина стала популярной, и образ начал закрепляться в культуре. Этот жест олицетворял силу и единство, которые Давид хотел передать через драматичность сцен и поз своих персонажей. На экране картина «Аве Цезар, Morituri te salutant» Жана Лоэна Жерома. В XIX веке французский художник Жан-Леон Жером написал картину «Аве Цезар, Morituri te salutant». Посмотрите, гладиаторы приветствуют императора, вытянув руки. Этот образ выглядит правдоподобно, но это скорее фантазия, чем реконструкция. Жером стремился передать величие и торжественность сцены, но опирался больше на свое воображение, чем на исторические данные. Интересно, что в статуе XVIII века французского астронома, математика и политика Жана Сильвена Баи, хранящийся в Версале, можно заметить жест, напоминающий фашистское приветствие. Баи изображен в момент символического жеста, возможно, как знак обращения к нации или символ клятвы. Однако, как и в случае с другими произведениями искусства, этот жест был символическим и не имел никакого отношения к римской традиции. Подобные изображения часто служили для усиления драматического эффекта и выражения власти, но не являлись исторической реконструкцией. Позже, в начале 20 века, выходит итальянский
итальянский фильм «Кабрия». Этот драматический фильм про Древний Рим был настоящим хитом. Сценарий написал Габриэле Данунцио, известный итальянский националист. Именно он добавил в фильм сцену, где римляне якобы делают этот салют. Этот кинематографический жест быстро стал ассоциироваться с Древним Римом. А дальше наступает эпоха Бенито Муссолини, лидера итальянских фашистов, которого вы все хорошо знаете, и как он кончил, вы тоже знаете. Его режим стремился максимально связать себя с величием Древнего Рима, чтобы подчеркнуть преемственность и возвеличить свое идеологическое наследие. Муссолини во всем искал образы, которые могли бы ассоциироваться с Римской империей. От архитектуры и титулов до простых жестов. Даже простое приветствие не обошлось вниманием. Для этого он черпал вдохновление не только в реальной истории, но и в кинематографе, где мифы смешивались с реальностью. Жест вытянутой рукой, взятый из фильма «Кабрия», стал символом фашистского движения, потому что идеально вписывался в его мифологическую концепцию. Этот жест должен был ассоциироваться с силой, единством и неоспоримой властью, создавая образ итальянской нации, возрожденной из пепла прошлого. Вскоре этот символ распространился за пределы Италии. Адольф Гитлер, знаменитый австрийский художник, и нацисты переняли этот жест. Адольфу настолько понравился этот жест, что он стал его визитной карточкой, символом своей идеологии и власти. Этот простой, но мощный жест стал маркером их тоталитарной системы, вызывая в обществе как страх, так и трепет. Он превратился в один из самых узнаваемых и зловещих символов 20 века, который у многих ассоциируется даже не с Римом, а с Германией Гитлера. Ирония в том, что фашисты и нацисты, несмотря на свои попытки подчеркнуть связь с историей, использовали символ, который был полностью вымышлен. Это демонстрирует, как искусство и кино способны перекраивать восприятие прошлого и настоящего, формируя ложную историческую память. Это как если бы сейчас какая-нибудь радикальная партия взяла себе за жест что-нибудь из массовой культуры, скажем, из комиксов или фильмов. Представьте, например, что я сейчас сделаю жест раздвинутых пальцев, как в Стартреке, и скажу «За галактику», а через 100 лет его бы начали считать древним символом космической цивилизации. Лайк, если согласны. В эти дни Илон Маск, известный своими эксцентричными поступками во время инаугурации Дональда Трампа, демонстрирует этот жест. Люди тут же начинают обсуждать и спорить, римский ли это салют, это исторический символ или случайный жест. Забавно, как выдумка, зародившаяся в искусстве, продолжает жить своей жизнью и даже проникает в современные события. Что хотел сказать миллиардер, остается загадкой. Может быть, он пытался пошутить, может быть, сделать эффектное заявление, а может быть, просто был не в курсе исторических ассоциаций этого жеста, или это связано с аутизмом. Но сам факт показывает, насколько легко символы из прошлого, даже вымышленные, находят себе новую жизнь в настоящем. Итак, римского салюта не существовало. Это миф, созданный художниками, писателями и кинематографистами. Он родился в искусстве, подхвачен политикой и стал жутким символом фашистов и нацистов, который к настоящему Риму не имеет никакого отношения. Когда кто-то вытягивает руку в стиле римского приветствия, они приветствуют не Цезаря, а повторяют выдумку из фильмов или косплеят Гитлера с Муссолини. Так как у нас канал об иммиграции и юридических аспектах, 19 января 2024 года Верховный суд в Риме признал римские приветствия законным, если оно не нарушает общественный порядок и не пропагандирует фашизм. Несколько дней до этого сотни неофашистов использовали это приветствие на митинге в Риме, выражая поддержку фашистским идеям. Подобные акции, все еще происходящие в Европе, вызывают серьезную обеспокоенность. Фашизм принес миллионам людей страдания, а Европейский Союз был основан на принципах антифашизма, таких как свобода, равенство, демократия и защита прав человека, ценностях, которые фашизм стремился уничтожить. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки и делитесь этим видео.